Как далеко готовы зайти люди, чтобы добиться желаемой внешности? Почему некоторых людей дорога к красоте приводит в настоящий кошмар? Чего может стоить фанатичное желание стать красивым? В этом ролике вы узнаете, во что может превратиться человек, если в его лицо вколоть растительное масло. На что готов человек, чтобы стать похожим на свое тотемное животное? Вы увидите людей, которых объединяет общее стремление оставаться красивыми вечно. Экстравагантная миллиардерша Джоселин Вильденштейн получила прозвище «женщина-кошка», «женщина-львица» или «невеста Вильденштейна» за свое чрезмерное увлечение пластическими операциями. Ее путь к статусу женщины-кошки начался в период ее брака с Аликом Вильденштейном. Мужчина был одержим молодостью, и уже через год после свадьбы супруги вместе отправились на первую пластическую операцию. Но для Джоселин это стало только началом. Подсчитать точное количество пластических операций, сделанных женщиной-кошкой, сложно. Но известно, что она сделала как минимум 7 подтяжек лица, подтяжку бровей и век, изменила разрез глаз на кошачий, вставила импланты в скулы и подбородок, изменила форму губ. Сама же Джоселин заявляла, что никогда не делала пластических операций. Свой внешний вид она списывала на швейцарское происхождение. И говорила о том, что у нее всегда был кошачий разрез глаз и высокие скулы. А слухи о множестве пластических операций, по ее словам, распространял ее бывший муж. Алек Вильденштейн, в свою очередь, говорит о том, что всегда был против пластических операций бывшей жены. По его словам, Эльза о своих изменениях во внешности сообщала ему в самую последнюю очередь. И не каждое такое изменение казалось ему удачным. До сих пор точно неизвестно, откуда у Джоселин было такое сильное стремление стать похожей на кошку. Некоторые говорят о том, что сама женщина-львица была фанаткой кошачьих. Не зря же она построила у себя во дворе вольер из пуль непробиваемого стекла для тигров, а в особняке держала рысь. Другие склоняются к тому, что ее бывший муж хотел видеть рядом с собой кошку, и кошачьи жили у них дома именно по его прихоти. Джоселин Вильденштейн скончалась на 85-м году жизни в конце 2024 года. Но в одном из последних интервью женщина отмечала, что абсолютно довольна своей внешностью. Эльза Паттон известна многим по реалити-шоу «Домохозяйки Майами», тоже является жертвой пластической хирургии. Женщина предпочла превратить лицо в маску, нежели видеть на нем морщины. Эльза не раз делала круговую подтяжку лица, ринопластику, подтяжку век и бровей, вставляла импланты в скулы. А съемки в реалити-шоу только усугубили пристрастие женщины к пластическим операциям. Их было так много, что в определенный момент у Эльзы просто не осталось кожи для повторных подтяжек. Уже ко второму сезону Эльза так сильно накачала губы филлерами, что со стороны могло показаться, будто они живут отдельной жизнью. Телезвезда любила делать уколы ботокса. Из-за инъекций лоб и часть ее лица оставались неподвижными. Поэтому при разговоре ей было очень сложно управлять своей мимикой. Многим казалось, что на ее лице надета маска. Тем не менее, женщина до последнего сияла перед камерами, не стесняясь своей внешности. Эльза Паттон умерла на 84-м году жизни в 2019 году. Братья Богдановы участвовали в нескольких научных телепередачах во Франции. Мировая слава пришла к ним в 80-х благодаря их собственному шоу «Время Х». Два харизматичных ведущих в серебряных костюмах рассказывали о тайнах мироздания, секретах космоса, разоблачали всю подноготную НЛО и черных дыр. Игорь и Григорий внесли неоценимый вклад в популяризацию науки среди молодого поколения. Когда-то они считались секс-символами Франции. В молодости они были очень эффектными парнями с привлекательной внешностью. Помимо карьеры на телевидении, мужчины пытались вести научную деятельность, но за все время их научной карьеры братья Богдановы неоднократно подвергались научным скандалам. Их обвиняли в плагиате и отсутствии научных знаний. Но в 90-х годах братья начали увлекаться пластическими операциями. Сначала это благоприятно влияло на их внешность, но вскоре их просто перестали узнавать. Игорь и Григорий делали подтяжки лица, инъекции филлеров в губы, инъекции ботокса, вставляли импланты в скулы и подбородок. Сами мужчины отрицали какие-либо хирургические вмешательства в свою внешность. Они говорили, что у них инопланетные лица. Тогда многие поклонники братьев Богдановых пришли к выводу, что мужчины могут быть больны акромегалией. Акромегалия – генетическое заболевание, которое проявляется в нарушении функциональности передней доли гипофиза. Это приводит к утолщению черепа и конечностей и визуально может выглядеть таким образом. Но даже если предположить, что мужчины были больны акромегалией, нельзя отрицать, что мужчины делали пластические операции. Несмотря на изменившуюся со временем внешность, мужчины часто появлялись перед камерами и купались в женском внимании. Игорь и Григорий Богдановы всю сознательную жизнь хотели быть причастными к науке. Когда началась пандемия, они поддерживали разработку вакцины, но при этом категорически отрицали ее для себя лично. Братья Богдановы скончались в возрасте 72 лет из-за столкновения с коронавирусом.
Мать известного актера Сильвестра Сталлоне тоже стала жертвой погони за молодостью. В молодости женщина была танцовщицей, артисткой цирка, астрологом и промоутером женского рестлинга. Но когда возраст начал брать свое, женщина обратилась к пластической хирургии, чтобы задержать молодость. В итоге Жаклин увлеклась настолько сильно, что изменилась до неузнаваемости. В числе операций, что делала женщина: изменение формы носа, неоднократная круговая подтяжка лица, неоднократная блефаропластика, увеличение губ. Женщина относилась к изменениям в своем внешнем виде с огромной иронией. Она отмечала, что из-за операции стала похожа на бурундука, у которого полон рот орехов. Жаклин не пыталась скрыть, что делала множество операций, и даже после достижения 90 лет не собиралась прекращать делать пластику. Самочувствие ей это позволяло. Жаклин всю жизнь тщательно следила за своим здоровьем, соблюдала диету, не употребляла алкоголь и занималась спортом. Жаклин Сталлоне прожила 98 лет и никогда не стеснялась своей внешности. Актриса, телеведущая и комедиантка Джоан Риверс получила свою популярность не только благодаря тому, что стала первопроходцем в ночном эфире. Помимо этого, женщина в общей сложности сделала от 300 до 700 пластических операций. Джоан никогда не скрывала, что пользуется услугами пластических хирургов. В интервью женщина отмечала, что благодаря операциям чувствует себя более привлекательной. В числе операций, сделанных женщиной: подтяжки лица, блефаропластика, изменение формы носа. Помимо этого, женщина пользовалась уколами ботокса. Это было настолько часто, что укол ботокса для Джоан стал чем-то вроде чашки кофе по утрам для среднестатистического человека. Джоан с юмором относилась к своему пристрастию, часто шутила над собой. Джоан никогда не жалела о количестве сделанных операций. Иногда она говорила о том, что было бы здорово иметь сестру-близняшку, чтобы увидеть себя без пластики. Но женщина никогда не стеснялась своего внешнего вида. Джоан Риверс умерла на 82-м году жизни в 2014 году. Известный голливудский актер Микки Рурк в свое время тоже встал на скользкую дорожку пластической хирургии. Но тут все не так очевидно. Микки Рурк, помимо актерской деятельности, занимался профессиональным боксом. Когда в его актерской карьере все шло хорошо, мужчина оставил спорт. Но слава и популярность вскружили Рурку голову. Мужчина поддался вредным привычкам, стал устраивать частые вечеринки, тратить гонорары на ветер. А его актерская карьера тем временем пошла под откос. Он стал получать только второстепенные роли, которые не приносили ему достаточный доход. Тогда Рурк принял решение вернуться в спорт. Он участвовал в профессиональных и любительских матчах, но все шло не так гладко. Рурк был отчаянным бойцом и дрался не на жизнь, а на смерть. В итоге мужчина получил огромное количество травм, и его внешность от этого сильно пострадала. На тот момент его внешний вид был настолько ужасен, что Рурк решил уйти из спорта. Он попытался вернуться к актерской карьере и для этого сделал ряд пластических операций. Чтобы вернуть его лицу пригодное для киноиндустрии состояние, Рурку сделали 5 операций на нос, одну на разбитой скуле. При подготовке к роли рестлера Рурк тренировался несколько месяцев и снова был вынужден прибегнуть к пластике. Только в этот раз результат оказался плачевным, лицо мужчины стало выглядеть заплывшим, на нем виднелись шрамы. Позднее Рурк признался, что прибегал к увеличению губ, блефаропластике, ботоксу, введению силикона в скулы, круговой подтяжке лица, филлером. Даже после 70 лет Рурк не прекратил делать операции. Но из-за большого количества подтяжек мужчина рискует своим здоровьем при каждой новой операции. Например, при следующей операции у него может появиться некроз тканей или расхождение швов. Родители Дениса Авнера были представителями индийских племен. По обычаям они выбирали себе животных в качестве тотема. Денис с помощью наставника тоже решил выбрать себе тотемное животное. Наставник велел Денису следовать пути тигра, но мужчина воспринял слова наставника слишком буквально. Так начался его долгий путь модификации собственного тела. Денис сделал себе следующие операции: имплантация силиконовых вставок в щеки, лоб и подбородок, процедуры по изменению формы губ, носа и ушей, перемещение носовой перегородки. Помимо этого, Денис нанес на тело татуировки в виде полос тигра, чтобы стать еще более похожим на свое тотемное животное. Дополнительно мужчина обзавелся металлическими украшениями над верхней губой, имитирующими кошачьи усы. Сточил и нарастил зубы в виде кошачьих клыков. Денис упоминал, что хотел перенести уши на верхнюю часть головы, но не успел это сделать. В 2012 году мужчина скончался. У каждого из нас есть кумиры, на которых мы хотим быть похожи так или иначе. Кумиром Джордана Парка является Ким Кардашьян. В
Впервые он увидел Ким, когда ему было 20 лет. Она настолько восхитила Джордана, что он решил непременно стать ее копией. Мужчина настолько сильно хотел стать похожим на Ким, что сделал около 50 пластических операций. Джордан сделал следующие процедуры. Изменил форму губ и щек, сделал татуаж бровей, лазерную эпиляцию, курс инъекций ботокса. Помимо этого, мужчина одевается в точности как Ким и копирует ее поведение. Помимо этого, мужчина следует бьюти-режиму Ким, делая те же процедуры, что и она. Он обожает каждое это изменение в себе и высмеивает тех, кто считает его сумасшедшим. Джордан называет себя мужской версией Ким Кардашьян и не собирается останавливаться на достигнутом. По словам Джордана, от идеального сходства с кумиром его отделяет всего несколько операций. Ханг Миоку была известной южнокорейской певицей и просто красивой девушкой. Но Ханг считала, что ей недостаточно красивого голоса, а ее внешность непривлекательна. Тогда девушка обратилась в одну клинику за модными уколами красоты. В составе тех самых уколов был силикон. Сначала ситуация была стабильной, уколы приносили Ханг желанную красоту. Но вскоре из-за слишком частых процедур ей отказали продолжать курс инъекций. Иначе каждый следующий укол мог безвозвратно ухудшить внешность девушки. Тогда дома Ханг решила делать себе уколы самостоятельно. Идеальным препаратом для поддержания красоты девушка выбрала растительное масло. Она думала, что оно окажет положительный эффект на ее внешность, но после первой же инъекции лицо девушки сильно распухло, и она остановилась. После девушке предложили контракт в Японии. Там она нашла себе клинику, которая не отказывала ей в уколах красоты. Когда девушка вернулась на родину, ее лицо было раздутым, как шар. Оно приобрело синюшный оттенок и сильно лоснилось. Но сама девушка считала себя прекрасной. В Корее девушка снова попыталась найти клинику, в которой ей будут ставить столь желанные инъекции. Но такой клиники не нашлось. Тогда девушка прибегла к уже проверенному методу, она снова начала ставить себе инъекции растительного масла. Остановиться девушка смогла только тогда, когда ее лицо полностью утратило человеческие черты. В тот момент у нее были проблемы с дыханием и речью, а глаза заплыли из-за отека. Ханг осознала, что у нее начались психические проблемы, и без уколов она не может прожить и дня. Тогда девушка легла на лечение и избавилась от расстройства. Но на карьере певицы пришлось поставить крест. В итоге она осталась без денег. Благодаря ее поклонникам Ханг удалось собрать деньги и сделать операцию, которая облегчила ее состояние. Но красота была потеряна навсегда. С тех пор девушка не скрывает свою внешность. Наоборот, она старается чаще появляться на публике и предостерегать соотечественниц от излишнего пристрастия к пластике. Пикси Фокс и Джастин Джедлика познакомились на реалити-шоу. У них было схожее прошлое, и на счету у каждого было уже несколько пластических операций. На путь пластической хирургии и Джастина, и Пикси подтолкнули тяжелые разрывы отношений в прошлом. На момент их встречи Джастин уже изменил форму глаз, скулы, форму носа. Для Пикси все началось с ринопластики. Изначально никто из них не планировал слишком углубляться в омут пластических операций. Но Джастина все чаще стали сравнивать с куклой Кеном. А Пикси была блондинкой с тонкой талией. Тогда пара решила примерить на себя легендарные роли кукол Кена и Барби. Для этого было необходимо пройти через огромное количество пластических операций. Пикси решила, что ей нужно удалить 6 нижних ребер для более узкой талии, увеличить грудь, установить импланты в бедра, сделать несколько липосакций, сломать и заново собрать челюсть по своему плану, исправить форму подбородка и носа, изменить размер глаз. Джастин сделал следующие операции. Вставил импланты в ягодицы, спину и грудной отдел для более рельефного тела, избавился от выступающих вен вокруг глаз, из-за чего чуть не лишился зрения, изменил форму челюсти и носа, изменил размер глаз. После этого журналисты стали представлять Джастина и Пикси как Кена и Барби. На пару обрушилась огромная популярность. К публике пара выходила, подражая кукольным движениям. Одевались Пикси и Джастин соответственно своим кукольным образом. Обтягивающая одежда, блестящие костюмы, розовые платья. После пара открыто объявила о своих отношениях. Они говорили о том, что их объединяет любовь к пластическим операциям, поэтому они будут вместе всегда. Пикси и Джастин не останавливались и продолжали делать все новые и новые операции. В конечном счете, Пикси сделала 17 пластических операций, чтобы превратиться в живую куклу Барби. Но это не идет ни в какое сравнение с Джастином, который сделал более 300 пластических операций, чтобы приблизиться к своему идеалу. За время, проведенное вместе, суммарно Пикси и Джастин прошли почти через
через 400 операций. Из-за удаления 3 пар ребер Пикси вынуждена носить корсет постоянно, потому что теперь ее внутренние органы лишены естественной защиты. Пара даже была удостоена совместной награды за достижения в области пластической хирургии. Но со временем выяснилось, что их отношения были грамотным пиар-ходом для поддержания интереса к их персонам. Несмотря на это, их популярность не исчезла. Напротив, они регулярно выступали на телевидении и в шоу о пластических операциях, участвовали в тематических фотосессиях и давали интервью. Постепенно пути Пикси и Джастина разошлись. Каждый из них стал развиваться как модель и участвовать в индивидуальных съемках для рекламы и журналов. Кен и Барби активно вели социальные сети, где рассказывали обо всех новых преображениях. А далее их пути разошлись окончательно, они перестали получать выгоду от сотрудничества. Сейчас Джастин продолжает активно совершенствовать свою внешность, желая достичь идеального образа. У Пикси судьба сложилась иначе. Девушке запретили продолжать делать операции, но она не остановилась. В итоге, во время одной из процедур девушка получила травму головного мозга и впала в кому. Сейчас она восстанавливается и находится под присмотром совей семьи. Сегодня мы поговорили о том, как увлечение пластической хирургией может изменить жизнь людей. Некоторые ищут в этом способ повысить самооценку и стать прекраснее, а другие задержать молодость и красоту еще на несколько лет. Но всегда необходимо помнить, что чрезмерное использование пластической хирургии может привести к печальным последствиям. Сегодня вы увидели это на примере реальных людей. Их истории показывают, насколько важно быть осторожными. Давайте знать меру и принимать себя. Чувствуйте себя прекрасно в своем теле.